Конечно, каждый опытный трейдер мечтает оседлать трендовый участок рынка. Мечтает зайти в тренд, и тренд обычно вывозит любую твою сделку. Главное, чтобы ты открыл ее в нужном направлении. Сегодня я расскажу, как оседлать тренд, как его вообще в целом найти, понимать. И эта информация позволит вам зарабатывать на рынке. Прежде всего, давайте определимся, что на рынках существует всего лишь две структуры. Это структура тренда, где минимумы и максимумы понижаются или повышаются. Ну и структура, конечно же, боковика, где минимумы и максимумы находятся в одном диапазоне. Если представить из себя некую схему, то я думаю, что вы уже в принципе представляете, как должен бы выглядеть тренд. На рынках у нас минимум и максимум должны либо повышаться, либо понижаться. В верхнем случае у нас, соответственно, бычий тренд, снизу у нас медвежий тренд. Когда мы имеем боковое движение, на рынках у нас не происходит сильного изменения минимумов и максимумов, рынок находится в одном неком коридоре, в одном балансе. Для боковиков характерно вот именно такое движение, которое здесь указано на схеме. Почему подобное происходит? Почему образуются боковики? Потому что в момент боковиков, когда мы имеем рынок, у нас уравновешены силы. Участники рынка, капиталы, как продают, так же и покупают. И их капиталы между собой равны. То есть здесь нет слишком сильного перекоса в покупку, либо слишком сильного перекоса в продажу. И на рынках не доминирует ни спрос, ни предложение. На рынках происходит баланс. То есть происходит флетовый участок рынка. Происходит боковик. Очень хорошую аналогию мне говорил в свое время преподаватель 15 лет назад. Он приводил пример советских весов. Здесь на схеме у нас представлены весы в виде двух чаш. И вот представьте, что мы имеем на одной чаше покупки, на другой чаше у нас, соответственно, продажи. И рынок находится вот в таком каком-то балансе. Ну и, безусловно, нетрудно догадаться, что если рынок находится в балансе, достаточно появления какой-то новости, информационного шума, чтобы выбить из этого баланса. Поскольку силы у нас уравновешены, если в рынке появляется немного, например, капитала, рынок у нас резко выстреливает, например, наверх. Это не означает, что рынок может поменять боковое движение, но, тем не менее, выходы из границ боковика – дело обычное. И оно происходит как раз-таки из-за присутствия баланса. Но что будет происходить, если в рынках будет общий, например, позитивный, либо негативный фон? Конечно же, рынки будут расти в случае, если фон позитивный, или падать, если фон негативный. Нетрудно догадаться, как вообще формируются тренды. Предположим, это какая-нибудь акция. Известно, что компания, допустим, хорошая, быстро, динамично развивается, открывает новые предприятия. Это, разумеется, нравится инвесторам, и все хотят заработать на курсовой разнице, хотят быть участными, можно сказать, в этом. Они покупают акцию, вследствие чего бумага начинает расти в своей цене. Почему подобное происходит? Потому что инвесторы верят, что компания будет и дальше развиваться. Любое движение на рынках – это в первую очередь, конечно же, вера в изменение каких-то событий. Однако рынок растет, и цена на эту акцию будет расти неравномерно. Рано или поздно рынок будет упираться в места, где относительно дорого. В эти места участники рынка говорят: ну слишком дорого, я подожду, пока цена немножечко опустится, и тогда я куплю. Очень хорошо приводить такой пример из недвижимости. Предположим, вы хотите купить квартиру. Вы знаете, что стоимость квартиры, например, увеличивается в вашем районе. И в нашем случае это, предположим, долгосрочное такое движение. То есть цены у нас меняются вверх, изменяются в положительную сторону. А теперь предположим, что вышла, допустим, какая-то позитивная новость, и все участники рынка стали резко увеличивать цену на квартиры. Ну, естественно, так будет происходить до тех пор, пока люди продают свою недвижимость. Рано или поздно они столкнутся с тем, что повышать дальше цену нельзя, что становится уже слишком дорого, и продавцы отказываются уже покупать по такой высокой цене. Что будет происходить в этот момент? В этот момент, разумеется, участники рынка будут скидывать цену на объекты своей недвижимости. Для чего? Ну, чтобы банально продать свой инструмент, продать свою недвижимость. В рынках, в акциях происходит то же самое, только в небольших масштабах. Когда рынок находится там, где дорого, то есть когда он слишком сильно вырос, участники рынка отказываются покупать по столь высоким ценам.
они начинают искать продажи, фиксировать, во-первых, свои покупки, которые они делали до этого, и также зарабатывать на непокрытых продажах, то есть зарабатывать на так называемых шортах, вследствие чего в рынках у нас происходит коррекция из-за того, что в рынках начинает доминировать предложение. Что будет происходить дальше с ценой? Разумеется, поскольку цены растут в долгосрочной дистанции, снижение цен привлекает новых покупателей. Они хотели, например, купить вот здесь, но было слишком дорого, это было им не по карману. Произошло снижение цен, в рынок у нас приходят покупатели, у нас происходит новая стадия роста. Рынок у нас вновь вырастает. Схема повторяется, она может повторяться бесконечно долго и очень-очень долго бывают такие процессы. Я встречал такие трендовые участки, которые длятся несколько лет. И если вы зашли в трендовый участок рынка, то, конечно, хорошо бы в нем остаться как можно дольше. Я вас попросил бы, пожалуйста, сфотографировать вот эту схему, представленную здесь на слайде, себе на смартфон, потому что это достаточно важно, мы к ней будем потом впоследствии возвращаться, и если вы хотите заниматься трейдингом, вам это будет потом в будущем пригодиться. Обязательно, пожалуйста, сфотографируйте, не делайте скриншоты, потому что скриншоты мы сохраняем и забываем про них. Сфотографируйте, будете потом возвращаться. Здесь указана логика, в принципе, бычьего тренда. С медвежьим трендом, когда у нас минимумы и максимумы понижаются, у нас происходит то же самое, только зеркально. Там доминирует, соответственно, негативный фон и доминируют продавцы. Как же заканчиваются трендовые участки рынка? Потому что тренд, понятное дело, что он может очень долго идти, но рано или поздно он закончится, как и все хорошее в нашей жизни. Ну и как все плохое. Как же остановится трендовый участок рынка? Как он закончится? На самом деле рынок останавливается только двумя способами. Первый способ, когда он перенасыщен покупателями либо продавцами. Очень хорошая фраза, мне бы хотелось, чтобы вы ее в конспекте написали. Если мы имеем бычий пример, тренд заканчивается, тогда все, кто хотел купить, купят. Понятное дело, что участники рынка это дело не резиновое. Рано или поздно все, кто хотел зайти в покупку, они зайдут в покупку. И что вы будете видеть на графике? На графике вы будете видеть, когда у вас передвижение минимумов и максимумов, а после у вас начнется потихонечку замедление. Каждая бычья волна будет все меньше, мельче и будет формироваться в нашем случае такой пример перевернутой чаши. Это для бычьего примера. Для медвежьего примера то же самое. Почему подобное происходит? Давайте разберем бычий пример. Потому что рынок перенасыщен покупателем. Если раньше небольшая коррекция воспринималась участниками рынка как возможность купить подешевле, и они быстро залетали в рынок, поскольку капитала было очень много, в рынках у нас формировалось хорошее трендовое движение, то есть хороший импульс. Дальше импульс стал постепенно ослабевать, поскольку большинство уже находится и так в покупках. Ну и в самой верхушке покупателей недостаточно для того, чтобы толкать рынок и захватывать новых цен. Их еще достаточно для того, чтобы удерживать цены высокими, но недостаточно, чтобы захватывать новых. Ну и понятное дело, так продолжается до той поры, пока либо в рынке не появится новая неучтенная позитивная информация. Допустим, это какая-нибудь акция, и находясь вот здесь, станет известно, что компания открывает новое, например, производство или новую линию, допустим, цех по производству, что, конечно, привлечет новых инвесторов, и мы увидим новую стадию роста. Но если этого не произойдет, рынок перенасыщен покупателями, и, разумеется, рано или поздно участники рынка, которые покупали здесь, поймут, что здесь делать уже нечего, начнут фиксировать свои покупки, у нас произойдет потихонечку коррекция, потом, возможно, рынок будет уходить в разворот. Про развороты мы поговорим буквально через минутку, поэтому давайте не будем спешить. Надо сказать, что в сегодняшнюю эпоху, когда вот я только начинал 15 лет назад, в основном все рынки, все тренды двигались подобным образом. Но сейчас рынки в основном заканчивают трендовые структуры немного другим способом. Они заканчивают очень быстро. Когда в рынке появляется очень важная какая-то информация, новости или события, и в рынок массово, вот все, кто мог зайти в покупку, они все резко заходят. И вследствие этого, если раньше у нас рынок перенасыщался покупателями постепенно, то здесь это происходит резко, и мы будем видеть резкий памп, то есть это памп называется, когда рынок у нас резко взлетает.
Еще трейдеры называют на сленге пушка, ракета, to the moon, так сказать, да, то есть рынок у нас просто улетает. Конечно, это связано с тем, что информация сейчас очень быстро распространяется. Если в 90-х, 80-х годах, прежде чем сделать сделку, надо было прочитать аналитику в газете, то сейчас достаточно мессенджера, и буквально за 20 секунд ты уже в курсе событий. Естественно, поэтому рынки у нас двигаются подобным образом. После этого можно ожидать какой-то боковик, коррекции, либо разворота. Но во всяком случае, дальнейшего трендового движения без коррекции не произойдет. Аналогичная ситуация происходит и с движением вниз. То есть у нас происходит трендовое движение вниз, потом резко происходит такой штопор вниз. Ну и после этого обычно происходит либо разворот, коррекция. Ну, в общем, дальнейшего трендового движения вниз тоже не следует. Вот здесь я вам нарисовал схему. Пожалуйста, тоже ее сфотографируйте. Два варианта остановки тренда. Это либо затухание, либо ускорение. Бойтесь, если вы начинающий, бойтесь ускорения, поскольку вы будете хотеть заходить именно в покупку в ускорение. Когда рынок летит, психологически не страшно и психологически комфортно покупать. Ты уже видишь, что рынок летит, ты понимаешь, что те, кто покупали вот здесь, они уже находятся в большом плюсе. И, конечно, ты думаешь, что рынок сейчас еще пролетит. Это обманка. Когда рынок находится в стадии роста, резкого роста, ничего не нужно делать, нужно ждать развязки, покупать уже поздно. С затуханием еще есть вопросы, есть набор специфических условий. Ну и я вот такими видео на ютубе, либо в своем обучении научу вас понимать, когда можно покупать рынок прямо по верхушкам, когда нельзя. Есть набор специфических условий. Но если же мы видим ускорение, лучше ничего не делать. Тренды бывают разные, в зависимости от того, куда происходят откаты. Они бывают сильные, нормальные, затухающие, либо слабые. Опять-таки сфотографируйте, пожалуйста, вот эту схему. Если откаты происходят в верхнюю границу, то есть вот у нас волна, и дальше мы должны смотреть, куда будет происходить откат. Если откат происходит в верхнюю границу до середины, то есть сверху, да, середины, мы говорим о том, что у нас на рынке сильный тренд. После этого отката рынок должен, разумеется, вырасти. То есть это не должна быть какая-то пила с последним и последующим уходом и так далее. То есть о том, что у нас произошел откат, мы начинаем понимать тогда, когда рынок уже уходит с этого отката. Если откат происходит глубже, примерно где-то в середину 50%, то есть где-то вот здесь, мы говорим о том, что рынок у нас находится в нормальном тренде. Зачастую это самые хорошие тренды. Они обычно длятся очень долго, и мы обычно стараемся как раз-таки зайти в сделку вот именно в этом где-то диапазоне плюс-минус середина. Если рынок делает откат ниже середины, уже ближе вот примерно где-то от 50% до 80%, мы говорим о том, что в рынках у нас уже начинает затухать тренд. Почему? Потому что покупатели уже не готовы покупать по дисконту, грубо говоря, вот здесь. Они только вот здесь уже в самом низу начинают появляться, и то как-то с неохотой. Это говорит о том, что рынок уже перенасыщен покупателями, что у нас тренд потихонечку начинает замедляться. Ну и слабый тренд, который характеризует обычно окончание либо замедление, когда мы имеем откат в самое-самое основание волны. Тогда мы говорим о том, что в рынках у нас находится слабый тренд, и покупатели смогли найтись только аж вот здесь. Это означает, что если в рынках появится какая-то негативная информация, либо покупателей будет недостаточно, рынок может очень сильно свалиться вниз. Есть общее правило, где останавливаются трендовые участки. Цена становится там, где участники рынка поймут, что слишком дорого, слишком дешево. Поймут не локально, как мы говорили до этого, а глобально. То есть, когда видят, например, что, допустим, это криптовалюта, да, например, вот здесь вот 5000 было, и рынок взлетел, например, до 60, по-моему, в максимум было, это в момент записи. Так-то он будет стоить гораздо больше, но попозже. Вот на вот этой отметке, вот здесь, все заходили еще в покупку, кричали «дорого, дорого», но все равно покупать надо, валюта будущего, там туда-сюда, вся вот эта вот история. Но когда мы достигли 60 тысяч долларов, многие говорили, ну это уже слишком много.
И участники рынка просто перекупили рынок, вследствие чего у нас и произошел вот этот памп, и вследствие чего у нас произошло потом последующее движение. Участники рынка просто отказались покупать по такой высокой цене. Банально у людей уже не было денег для этого. Это нужно иметь в виду. Все, кто хотел купить, они уже купили, а новых капиталов было неоткуда взяться. Обычно это происходит и в большом, и в малом масштабе, на любых рынках, на любых таймфреймах всегда. Но это, конечно, общие слова, и вам они 100% ни о чем не говорят. На что вы можете ориентироваться, так это на АТР. Замечено, что рынки растут, либо падают примерно одинаково. Я это все покажу на графике, буквально через минутку. Но давайте покажу пока что схему. У нас, например, каждая бычья волна имеет свой размер. Допустим, это было 90, это 99, это 70, это 90. То есть, как вы понимаете, у нас волны длятся плюс-минус одинаково. Понятное дело, что эта величина динамическая, она постоянно меняется. У вас не получится собрать какую-то статистику, ее потом использовать. Она постоянно меняется, поэтому за ней нужно постоянно следить. Но если смотреть ближайшие волны, вы поймете, что в принципе они плюс-минус одинаковые. Зная эту величину, среднеарифметическая, мы можем сказать, что если рынок снова преодолеет примерно где-то 70-80% вот этого среднеарифметического, называется это АТР, то в рынках возникает вероятность коррекции, либо возникает вероятность разворота. Опять-таки, в какой стадии это происходит. Также это применимо не только к обычным каким-то волнам, но и в целом к трендовым участкам рынка. То есть, если мы посмотрим, например, вот этот участок рынка, этот тренд, сравним его с предыдущим, мы тоже обратим внимание, что все волны длятся на примерно какое-то количество пунктов. И точно так же мы можем ориентироваться на АТР. Сделаем проще. Я вам оставлю ссылку в комментариях, и также вот здесь вот в подсказках перейдете, ознакомитесь. Я оставлю ссылку на вебинар, посвященный АТР. Вы его просмотрите, и вам будет понятен этот вопрос, потому что за АТРом кроется большой пласт знаний, и здесь невозможно рассказать не комплексно. В вебинаре я как раз таки рассказываю комплексно. И забегая вперед, скажу, что вы не заработаете ни копейки, если вы не изучите АТР. Это просто невозможно. То есть не существует ни одного успешного трейдера, который не знает, что такое волатильность, АТР. Это просто невозможно. Это азбука трейдинга. Это вот как педаль газа, собственно говоря, в автомобиле. Если вы не знаете, вы никуда не поедете. Это в лучшем случае, а в худшем разобьете автомобиль. Варианты входа, какие существуют у трендовых участках рынка. Варианты очень простые. Мы стараемся зайти в верхней границе. То есть вот в этом диапазоне мы стараемся найти сигнал на откате. Почему мы не стараемся найти сигнал примерно где-то вот отсюда и ниже? Потому что тренд слабый, велика вероятность, что рынок уйдет либо в боковое движение, либо остановит свое дальнейшее движение. По этой причине нам необходимо искать сигнал примерно где-то вот здесь. Сигналом может служить следующая формация. Давайте я нарисую схематично тренд, откат. И вот на откате этого тренда мы должны увидеть снижение волатильности свечей, то есть свечи должны становиться меньше, с последующим импульсом в обратную сторону. Видим импульс, заходим в покупку, стоп-приказ за этот импульс. Take profit смотрим по ситуации. Может быть также еще появление вот таких свечей с хвостом. Я вам напишу все основные формации для того, чтобы вы это все сфотографировали и потом использовали. Понятное дело, что формаций очень много. Важно уловить их суть. А суть здесь очень простая. Рынок у вас идет вниз, появляется здесь мощный покупатель. По этой причине у вас и формируются эти хвосты. Если вы не понимаете, почему из-за покупателя формируются хвосты, снижение волатильности, то есть свечи становятся меньше, почему здесь формируется подобный импульс, я вам тоже оставлю ссылку на вебинар, посвященный механике рынка, так называемому. Посмотрите его, будете понимать, потому что тут тоже должен быть комплексный подход. Вообще, в целом, у вас не получится. Давайте я вот так поставлю, чтобы вы сфотографировали. Сфотографируйте, пожалуйста. Давайте я запишу, что это сигналы. Сигналы. Это основные. Бывают какие-то комбинации. Например, вот здесь может появляться хвосты и так далее. Я все покажу на графике, покажу примеры. Вообще, если вы хотите зарабатывать на рынке,
вам нужно выучить, что такое механика рынка и что такое АТР. У меня на канале есть соответствующие видео, посмотрите, будете понимать и начнете зарабатывать. Не думайте, что вы сейчас узнаете там пару каких-то паттернов, свечек, там зазубрите и будете зарабатывать. Это не получится. Если вы хотите зарабатывать в этом бизнесе, вам нужно немножко заморочиться. Ну, без этого никуда. Мне кажется, не только в этом бизнесе, вообще в целом. Чтобы хорошо определять тренды, вначале давайте определимся, что мы будем считать минимумами и максимумами. Обычно студенты наши, когда только начинают изучать это самостоятельно, допускают серьезную ошибку, они минимумы и максимумы считают по свечкам. Что имеется в виду? Ну вот, например, вот здесь свечка, они бы сказали, что это максимум, но это не максимум. Или вот здесь вот, например, пару свечек, тоже, что это минимум, или что, например, вот этот минимум. И здесь появилось важное условие. Вот минимум и максимум должны быть представлены, ну, как минимум, серии свечей. То есть это не должно быть 2-3 свечки, должна быть серия свечей. И исходя, собственно говоря, из нашего графика, вот у нас есть минимум. Видим, да? Количество свечек. Вот максимум. Видим, да? Количество свечек. Вы должны визуально вот просто посмотреть и понять, где у нас минимумы, где у нас максимумы. Да? Визуально, вот просто глазками. Вот у нас максимум, минимум, максимум, минимум, минимум. Здесь, я думаю, достаточно. Они должны вот прям реально бросаться в глаза. Ну, здесь вот реально бросается в глаза, да, вот этот максимум, минимум и так далее. Это не должно быть просто там пару каких-то свечек. Если минимумы и максимумы у нас повышаются, у нас бычий тренд. Вот я открыл бычий тренд. Вот пример, да? Здесь у нас минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум. Максимум, минимум. Вот у нас минимум и максимум растут. У нас на рынках бычий тренд. Это означает, что если я хочу сделать сделку на продажу, я это делать не буду. Я буду делать сделку только на покупку, поскольку у нас бычий тренд. Теперь давайте посмотрим, где мы стали понимать, где у нас в рынках появился бычий тренд. Вот до этого у нас был минимум и максимум, мы шли каким-то образом. И потом мы видим смену настроения рынка. У нас появился здесь минимум. Здесь максимум. И вот здесь мы стали говорить о том, что рынок у нас находится в бычьем тренде, что произошел разворот. Это означает, то есть у нас появился минимум выше предыдущего, максимум выше предыдущего. У нас произошел разворот. Это еще называется слом структуры рынка, поскольку до этого было боковое движение, до бокового было движение, был медвежий тренд. Здесь произошел слом структуры рынка. Где мы будем искать точки входа? Напоминаю, точки входа в бычьих структурах мы ищем на откатах, мы ищем верхней границы, то есть вот здесь, да? Здесь точки входа у нас не было. Вот точка входа у нас здесь была. Вот у нас пример того, что такое сигнал, да, как он должен выглядеть. Вот пример сигнала. Я вам увеличу, но когда вы будете торговать в реале, пожалуйста, так не делайте. Вот у нас свечки небольшие на откате, и потом происходит импульс наверх, да, вот у нас импульс наверх. Все это говорит о том, что у нас началась новая стадия роста. Мы это все сейчас проторгуем, и также хочу вам сказать, что я это все торгую на реальном счете. Вот здесь вот я вам отставлю ссылку в подсказках на свой плейлист, посвященный как раз-таки тому, как я это все отторговываю на реальные деньги, на реальном счете, с пояснением точки входа-выхода, когда я не вижу правую часть графика, то есть когда я не вижу, чем все это закончится. Также там вы встретите мой торговый отчет с датой 5 лет. Также там вы можете встретить мой торговый отчет за 5 лет. То есть можете убедиться, что я это торгую на реальные деньги, что я на этом зарабатываю. Что это не от фонаря вам сейчас тут выдумываю, говорю, а это, собственно говоря, торгуется мной на реале. Но для вашего удобства я показываю все это на истории. Мы, конечно, все это можем сейчас даже немножко на исторических данных проторговать. Вот у нас новая стадия роста. Опять вспоминаем, что у нас нужно зайти в верхние границы вот этой волны. И вот у нас появление сигнала. У нас снижаются свечи, становятся маленькими. И последующий импульс. Пожалуйста, вот я сейчас приближу вот эту формацию. Вы ее сфотографируете, потому что до этого я рисовал схемы.
А теперь вот прям появилась формация. Вот эту формацию сфотографируйте. Вот это вы должны увидеть. И даже здесь, вот если вы обратите внимание, здесь даже не просто какое-то снижение, да, такой волатильности с последующим импульсом, а здесь даже комбинация такая, поскольку тут и появляются и хвостики, появляется очень хорошая формация, вот конкретно в этом примере. Сфотографируйте и постарайтесь, чтобы на ваших откатах вы ориентировались вот именно на это. Снижение свечек с последующим импульсом. Давайте с вами немножко поторгуем этот момент и определим сейчас стадию рынка. Что у нас сейчас происходит? До этого рынок у нас падал. Мы имеем максимум, минимум. Хотя такой есть минимум с натяжкой. Все-таки вот здесь вот максимум, минимум. Максимум, минимум у нас понижались. Далее у нас появился максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум. И здесь у нас уже появился слом структуры. То есть вот у нас последние максимумы. Максимумы у нас поменялись. Минимумы у нас тоже поменялись. У нас в рынках бычья структура, бычий тренд. Где мы покупаем? Прямо сейчас мы не покупаем, мы ничего не делаем. То есть мы увидели, что у нас есть движение рынка, рынок взлетел. Прямо сейчас мы не покупаем. Нам необходимо дождаться сейчас коррекции. Вот у нас сформировался максимум, у нас начинается коррекция. И вот на коррекции у нас появляется снижение волатильности. Вот у нас появляются небольшие свечки. То есть вот у нас бычья волна. В верхней границе, то есть вот в этой, мы видим появление небольших свечек. Сейчас важно увидеть, куда это все пойдет дальше. Если пойдет дальше вниз, мы сделку пропускаем, в нее не будем заходить. Если будет дальше бычий импульс наверх, то тогда мы будем заходить в покупку. И вот пошел дальше бычий импульс. Здесь мы заходим в покупку. Стоп-приказ ставим за это накопление. Take Profit может служить ATR. Теперь, чтобы понять, где у нас брать Take Profit, нам необходимо посмотреть, сколько в целом двигаются волны бычьи. Давайте мы сделаем это с рулеткой. И посмотрим, сколько у нас бычьи волны длятся. Здесь бычья волна 5500 пунктов. Здесь бычья волна 6500 пунктов. Здесь 3400. Здесь 3200. Здесь, прошу прощения, от минимума до максимума считается. Здесь 3. То есть в районе 4 у нас среднеарифметическое. Это означает от нашей точки входа, от минимума, точнее, от минимума нашей точки входа, то есть вот здесь нам необходимо отсчитать 4000 пунктов. То есть примерно до вот этого значения. И здесь мы можем поставить наш Take Profit. И вот мы вышли по нашему Take Profit. Вот такое движение мы здесь поймали. Давайте мы еще раз повторим все, что мы сегодня изучили, что касается трендовых движений рынка. Рынок двигается двумя структурами. Это трендовые участки рынка и боковик. В боковике происходит баланс, соотношение сил уравновешено, поэтому рынок находится в одном коридоре. Им свойственно выходить из этого коридора из-за того, что в рынках баланс и рынок находится в неустойчивом положении. Когда мы имеем трендовый участок рынка, в рынках доминирует какая-то либо позитивная информация, какой-то позитивный фон, либо негативная. Но, тем не менее, рынки у нас развиваются не стабильно. У нас все равно есть места, где слишком дорого, где слишком дешево. Там, где места, где слишком дорого, участники рынка фиксируют свои покупки, в нашем бычьем случае, ну, либо в медвежьем продаже. Рынок у нас делает вследствие этого коррекцию. Когда цена делает коррекцию, цена доходит до места, где слишком дешево, совершается новый цикл покупки, и цикл повторяется. У нас происходит новая стадия роста. Рынки будут расти не бесконечно. Рано или поздно все, кто хотел купить, они купят. И в рынках у нас будет перенасыщение покупателями. В этот момент рынки у нас начинают замедляться, останавливаются, и рынки разворачиваются, трендовые участки рынка разворачиваются либо через замедление рынка, либо через ускорение. Сейчас чаще всего рынки ускоряются. На рынках бывает разный тренд: сильный, нормальный, затухающий и слабый. В зависимости от отката, куда происходит откат, вы можете понять, куда происходят откаты. Не один откат, а откаты. Это важный момент. Пожалуйста, как-нибудь, не помню, я говорил про него или нет, но сделайте помарку, что должны быть откаты.
Если у нас откаты происходят в верхней границе, у нас сильный тренд. Если у нас откаты происходят в середину, у нас нормальный тренд, либо уже начинает затухающий. Ну, если рынок откатывает с самого начала, то это уже слабый тренд. Где становится цена? Цена обычно заканчивается тогда, когда участники рынка заканчиваются. Это обычно величина равна ATR. Я вам оставлю ссылку на вебинар по ATR, чтобы вы посмотрели и в этом разобрались. Сегодня я вам рассказал одну из основных тем, которые существуют в рынках. Если вас интересует вообще в целом заниматься трейдингом и зарабатывать с помощью этого, то у меня есть великолепная обучающая программа, с помощью которой вы, во-первых, научитесь читать и понимать графики, во-вторых, будете понимать, что сейчас происходит на рынке, в-третьих, научитесь зарабатывать на этих самых рынках. Здесь нет ничего сложного, это тренируемые навыки, и я тому живое подтверждение, так же, как и подтверждение мои живые студенты, которые уже прошли это обучение. Я могу вам сказать абсолютно точно, то, чем вы сейчас занимаетесь, не приведет вас к успеху. Ни у одного еще трейдера самообучение не приводило к успеху. Во всяком случае, за 15-летнюю практику я ни одного трейдера не видел, который бы имел самообучение, самообразование, по книжкам бы как-то бы выучился и так далее. Реально не знаю ни одного. Все так или иначе проходили какие-то курсы, ходили в какие-то онлайн-школы, у брокеров обучались и так далее, потому что самостоятельно научиться невозможно. Это все равно, что пытаться изучить вождение по роликам на YouTube. Это можно делать, когда вы знаете, что необходимо делать, как водить автомобиль, но если это происходит в самом начале, то, естественно, это все закончится трагедией. В рынке происходит то же самое, причем многие теряют суммы значительно больше суммы автомобилей. Конечно, если вы занимаетесь самообразованием, это закономерный результат, а вот наши студенты получают, помимо всего прочего, гарантию от потери депозита. В случае, если по знаниям, которые я вам передам в этом обучении, вы потеряете полностью весь депозит, мы делаем компенсацию. Причем это написано в оферте и это написано документально. Потому что если вы делаете все правильно, все так, как я вам говорю, потерять деньги в принципе на рынке невозможно. Вы будете зарабатывать, и самое плохое, что у вас может произойти, это вы будете сидеть у нуля. Это самый вот плохой сценарий. Но в основном все люди так или иначе либо уходят в плюс, либо сидят в небольшом плюсе. Ссылку я на все оставлю в описании. Перейдите, ознакомьтесь, начинайте зарабатывать вместе с нами. Мы работаем полностью в белую, выдаем вам чеки, работаем по договорам. То есть с этим да, можете по поводу этого даже не переживать. Все у нас кристально, чисто и все в белую. Я желаю вам удачи, зарабатывайте счастливо. Занимайтесь трейдингом, это ваш шанс сейчас выбраться из этой нищеты и из беспросветной тоски, в которую мы, к сожалению, попали. Это наш с вами шанс сейчас не потеряться, не оказаться у разбитого корыта. Если не трейдинг, то у меня нет ответа на вопросы, это правда. Ну ладно, не будем негативить, но все находится в описании ссылка. Удачи вам, зарабатывайте!